Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами «Геоэнергетика» и я, Борис Марцинкевич. И сегодня в очередной раз к нам в гости в студию заглянул профессор Московского энергетического института, доктор технических наук Евгений Геннадьевич Гашов. Евгений Геннадьевич, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Евгений Геннадьевич, вот достаточно неожиданный вопрос. В России разразился кризис нашей угольной отрасли, о чем предупреждали еще в прошлом году. Некуда девать уголь, упали мировые цены, хотя, если говорить о тех странах, где угольных кризисов точно не было, это Китай и Индия, самые крупные добытчики и самые крупные потребители, которые уголь на экспорт не поставляют. То есть, если уголь используется внутри страны, то никакие проблемы внешнего мира особо не интересуют. Не так давно наш новый заместитель министра энергетики по угольной отрасли вслух сказал то, что говорить, в общем-то, не принято. В отличие от всех других полезных ископаемых энергетических запасов угля у нас, даже если не проводить дополнительную разведку, хватает на 350 лет при нынешнем уровне добычи. А что у нас происходит с угольной генерацией? Ведь в свое время и вся наша индустриализация, и то, как мы прошли Великую Отечественную, и восстановление после Великой Отечественной, это все было на угольной генерации. А что сейчас? Как у нас выглядит угольная генерация, почему мы ее перестали любить? Здесь, наверное, надо сказать, что существенную долю этой нелюбви нам, привили сверху в связи с этой пресловутой зеленой повесткой перегретых зеленых человечков, соответственно, ESG, всей этой катавасии и декарбонизации, да. Вот. Поэтому, конечно, оттуда это все шло в первую очередь, и поэтому было легко навязать людям, что это там плохо там, и так далее. Да? Вот вместе с тем надо понимать, что станции, которые... Да и у нас в стране, и в Казахстане, все дым чистый, выхлоп вообще не виден, 20, 30, 40 миллиграмм на кубометр угольной пыли на выходе, значит, дым прозрачный, его там практически не видно. Вот, и станций таких достаточно много. Вот, всего доля 15% где-то там, как считать? От ТЭС, наверное, четверть, если от тепловых станций. Для ряда городов, таких как Иркутск, Красноярск, там, Братск, Кемерово, вот, это основа энергетики, и нормальная основа, потому что все работает, все предсказуемо, цены достаточно в понятном ценовом диапазоне лежат. Вот. Я, кстати, хочу вспомнить такую фразу еще от угольщиков не нашей страны. Почему-то вот мне она настолько сильно запомнилась. Вот, какой-нибудь 2003 год, немецкий городок Котбус, один из пригородов Берлина такой, да, побратим, по-моему, то ли Белгорода, то ли какого-то нашего Воронежа, черноземного города, сейчас уже точно не помню. И вот беседа наша с угольщиками, которые вот занимались разрезом, в том числе энергетикой, такая фраза абсолютно въелась в память. Значит, наши родители нам оставили, ресурсы, нам оставили, которые мы должны использовать, и мы гордимся этим, потому что это надежная, эффективная, предсказуемая генерация на века. Вот. Кстати, слово «чистое» здесь тоже шло через запятую. Ну, здесь хочется вспомнить, например, такую станцию в Германии, которой нет вообще трубы дымовой, а остатки дыма удаляются через градирни в том числе, да, то есть вот там тоже интересно, как у нее там с декарбонизацией, по какому разряду она проходит, да, и так далее. Поэтому, конечно, это была основа, сейчас меньше, но в регионах Сибири, конечно, это существенная доля, в том числе тепловой генерации, и тепловой для тепла генерации, я имею в виду котельных и так далее. Если все чисто, то сжигается нормально, то все нормально. И тарифы ниже, кстати сказать, да, и так далее, и так далее. Поэтому спасибо, что вспомнили, называется, про угольщиков, да. Проблемы с золотвалами, проблемы еще там с чего-то, со всем циклом, но все это вполне себе рассматривается. А если уже вспомнить такое слово, забытое вот в этих наших ESG измышлениях, называется слово «безотходность», на секундочку напомню, юным 40-летним исследователям из всяких высших и низших школ экономики, что это изобретение российских ученых. Там был такой у нас ученый, может быть, кто-то слышал, Владимир Вернадский, после него там академик Ласкорин и так далее. Вот безотходность как таковая, и вот это все понятие безотходности, которое входило через химико-технологические комплексы и так далее, углехимия здесь же была, да, энергопроизводство, и не будем даже уже трогать
значит, светлой памяти энергопроизводственные циклы, да, 1944 года, то все это было. Все это было, и даже слово такое было, энерготехнологические комплексы, оно вообще пошло к нам, в энергетику пришло от энерготехнологических переработки угля, где вот это подразумевалась энергия плюс хвост. А хвост, как вы мне сказали недавно, да, Борис Леонидович, на хвосте углехимии то ли 400, то ли 500 продуктов и полупродуктов. Это полупродукты, а конечная продукция там уже тысячами идет наименование. Да. Но если говорить про золошлаковые отходы, теперь уже 3 года тому назад Росгидро инициировало создание Золошлакового союза России, что по их оценкам объем накопленных золошлаковых отвалов превышает 1 миллиард тонн. Жили-жили и дожились. Но на этом фоне еще более удивительно, что в 2023 году страна Индия, есть такая маленькая, крохотная, вот там, где добывается 1 миллиард тонн угля и весь используется на месте, доложились, количество золошлаковых отходов равно 0. Вот при таком объеме потребления они этого добиться сумели. А у нас как-то вот... У меня вообще впечатление, что, если брать довоенное, послевоенное время, точно известно, что в угольной отрасли Советскому Союзу равных не было. А потом наступила вот эта эра большого газа. Мы решили, что мы все можем, все проблемы решают газовые электростанции. Вот тогда же состоялись решения, которые привели к прекращению производства ветротурбин маленьких, 30-киловаттных. В 50-е годы их выпускали до 10 тысяч штук в год, чтобы всем колхозам и совхозам вот на сезонные работы хватало. Надо подсушить урожай или там какая-то переработка. Вот она у меня есть. А дальше она мне не нужна, поэтому мне не нужны никакие линии электропередач. И не важно, что она зимой у меня не работает. Вот это все прекратилось, и сейчас продолжается такой ажиотаж. Вот газификация. И получается, что вот эти рассказы, что уголь – это топливо 19 века, мне кажется, надо оставить Грете Тунберг в подарок. Топливо 19 века, 20-го, 21-го, 22-го, какого угодно еще. Но, тем не менее, если мы смотрим на то, что делает Китай, там другая себестоимость произведенной электроэнергии, и продажная цена, соответственно, другая. Потому что там используются сверхкритические параметры пара, ультрасверхкритические параметры пара. То есть такая электростанция дороже при строительстве, но при эксплуатации все затраты окупаются многократно. Потому что если брать наши российские угольные электростанции, то на производство киловатт-часа энергии уходит почти 700 грамм угля. У китайцев 350. А киловатт-часы те же. У нас кто-нибудь занимался вообще вот в этом направлении? У нас же было множество программ модернизации действующих электростанций. То есть вот наших старичков дальневосточных ремонтировали, котлы новые везли. А вот в этом направлении... Базовый институт ЦКТИ, Центральный котлотурбинный институт, он в большей части находился, насколько я помню, в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Вот. И мы давно не слышали о том, чтобы вот что-то такое там, да, существовало серьезное, да, поэтому частично какие-то функции переходили к Всероссийскому теплотехническому институту ВТИ, частично какие-то функционалы выполнял ИНИН, Энергетический институт Академии наук имени Коржановского, но его нет. ВТИ тоже, собственно говоря, в большей степени занимался текучкой, которую вот, значит, на ходу сочиняли, возникала, которая на ходу, значит, в остатках, на руинах централизованной и некогда серьезной энергетики великой страны. Вот, поэтому нет, конечно, стратегии никто, компетенции никакие не сохранились, да и, собственно говоря, как им было сохраниться, когда задачей, значит, вот всех этих временщиков в энергетике было уничтожить всю компетенцию, потому что, не дай бог, какой-то центр компетенции написал бы какую-то справку, и эта справка бы какими-то путями легла бы на стол в Кремле. Понятно, что было бы... Удивился бы, наверное, президент, прочитав, что весь блеф про ДПМ-1, ДПМ-2 – это фуфло полное, да, все провалилось, ничего не достигло поставленных целей, эффективности никакой, надежности никакой, цены выросли в 4, 5, 6 раз. И достигнута главная цель реформы, то есть энергетика стала тормозом развития. Как перевернуть ситуацию? Теперь любая программа подойдет, и программа развития когенерации, программа ратеплофикации, и, значит, программа развития угольной генерации, да, какой угодно, только давайте начинать.
Давайте начинать. С чего начинать? Льготы, значит, оборудование, энергомашиностроение, которого по-серьезному для серьезных параметров практически нет, да? Мы же не берем энтузиазм подольчан, таганрогцев или барнаульцев, которые оставили производство, чудом оставшееся производство, да, или там, значит, Белгород, в котором мне довелось работать, жить и работать, замечательный. В центре города был завод Белгородский энергомаш, который воплощал в себе просто комплекс всех передовых компетенций в области котлов-утилизаторов, именно котлов-утилизаторов для промышленности. Вот. Сейчас центр это центр, это же центр, какое предприятие, какой такой Павлин-Мавлин, ну что вы, там осталась одна котельная, и то потому, что она там топит кого-то, да, весь завод вышвырнули за город, где еще какие-то производства остались. Низкий поклон всем, кто сохранил производство любого энергетического оборудования, а теперь плакаться, что мы отстаем от Китая, ну, так ради бога, да. На самом деле, что получалось? Вот, не говоря там о сущности этих программ ДПМ, реформы РАО ЕС России нам были навязаны с тем, чтобы крупные эффективные частные собственники пришли в генерацию. Поэтому электростанции должны стать частными. Все сетевое хозяйство было объявлено естественной монополией. Попытки повернуть голову в сторону Росэнергоатома привели к отрыванию головы. Росгидро тоже сохранилась в целости и сохранности. Но договора предоставления мощности звучит красиво. На Дальнем Востоке что-то ремонтировали. Но если брать самые старые угольные электростанции, которые там вот ТЭЦ «Советская гавань» и так далее, да, они сейчас новые. Но у них параметры не изменились. То есть для производства того или иного количества электроэнергии, тепловой энергии требуется вот то же самое количество угля, которое было придумано в 30-40-е годы. То есть та самая эффективность энергетики, она у нас как-то не в моде. Если у нас стоит старая электростанция, давайте поставим такую же, только новую, не меняя никаких параметров. То есть получается, что ни в нашу энергостратегию, ни во все эти схемы и программы развития, ежегодно обновляемые требования снижения стоимости выработки энергии вообще не входят. Важно, чтобы это было подешевле. Конкурсы, которые организовывает Министерство энергетики, победителями становятся те, кто предложил меньшую цену. А если ты борешься за меньшую цену нового оборудования, ты и получишь оборудование новое, но по старым технологиям. То есть вот это, И про себестоимость там ничего нет. Хотя бы простой. Энергии, да. Получаемой, вырабатываемой электроэнергии, да, соответственно. То есть ультрасверхкритика для выработки объема электроэнергии требует меньше угля. Соответственно, стоимость этой электроэнергии меньше. И когда нам Министерство энергетики сообщает, что только что состоявшийся рост тарифов на все услуги разом, я не знаю, почему Министерство энергетики решило побыть адвокатом у нашего Министерства строительства и ЖКХ, но Министерство энергетики на своем сайте сообщило, что это такой естественный процесс, потому что у нас же инфляция. Поэтому для того, чтобы сохранять в рабочем состоянии энергосистему, сетевое хозяйство, один из источников повышения тарифов. Я 5 раз прочитал пресс-релиз, а где второй источник? А где третий? Почему их нет? Здесь как бы в условиях, когда изначально сама по себе посыл реформы был энергетической неверен, то есть, в принципе, энергетика в нашей стране не может быть бизнесом, и тем более еще и антимонопольным. Да? Мы же понимаем, что строить 2 ЛЭП подряд или там 2 тепловые, 2 теплосети – это же полный бред. Это возможно только в каких-то идеальных представлениях службы, располагающейся на Садовом кольце антимонопольного комитета, да? Они же в Европу съездили, посмотрели, в Европе, посмотрели, наверное, в Бельгии так получается, в Нидерландах, в Лихтенштейне получается. Поэтому в нашей холодной стране энергетика не может быть рынком рыночной, и тут 15 причин, 15 балансов, 15 расчетов просто это доказывают. Поэтому, соответственно, увеличение как бы здесь только одного кусочка, то есть только цены на выходе, оно никогда не окупит. Тем более, если у нас высокий износ, высокая сложность систем, гораздо более сложная, чем, там, скажем, для теплой страны, да, наличие дополнительного оборудования, режимов и такой еще маленький нюанс под названием пиковой нагрузки.
ни Бельгия, ни та же Дания там не имеют разброса пиковых нагрузок в 9 раз по теплу, в 9. Вот сейчас у нас общая установленная мощность единой энергосистемы в России подкатывает к 260 гигаваттам. Достаточно большая цифра, мы превзошли советские показатели, ни с чем не спорю. Но если в этих 260 учесть те электростанции, которые работают в составе государственной компании «Росгидро», первое место по установленной мощности, почти 40 гигаватт. Дальше у нас следующие места. Интеррау теперь занимает все больше электростанций и продолжает строить. Дальше у нас идет Росэнергоатом, дальше у нас идет Газпромэнергохолдинг. Кроме того, часть иностранных компаний убыла, оставив акции в государственной собственности. Вот если все это посчитать, то в руках государственных компаний и компаний с государственным участием сейчас более 80% нашей генерации. У меня автоматически возникает вопрос. Если энергосистема даже после того, как ее попытались растащить, как ртуть, стеклась обратно, может быть, нам вот вся эта замечательная конструкция, владельцы электростанций, сетевое хозяйство, федеральная сетевая компания, понятно, что слили, но акционеры немножечко разные, по-разному все происходит. Отдельно системный оператор, отдельно гарантирующие поставщики, системообразующие территориальные сетевые организации, оно нам точно надо? Да, вот как раз эти 30 лет прошли с лишним. Половина это было разгосударствление, да, вот это дерегулирование, и вторая половина вот потихоньку пошла назад, все. Причем никого не спрашивая, не выходя там на голосование в Государственной Думе там, и в Совете Федерации. Функций, я бы сказал, с функцией такого некого самосохранения жизненного пространства и самосохранения страны, в конце концов, и людей и так далее. Так теперь сейчас возникает вопрос. Вот сейчас кризис, да, кризис там такой, значит, в южных регионах летний пик, значит, в Сибири и на Дальнем Востоке зимний, да тоже летний. Все, что теперь, что делать-то, да, сейчас? Какие законы принимать, какие решения принимать, какие программы принимать? Да, все поздно. В этом смысле нужно, может быть, воспользоваться опытом Москвы, которая вот 15 лет назад, когда был кризис в Москве, энергетический, блэкауты, помните, зима холодная, еле прошли. Тут было создано 3 документа. Первый документ – энергетическая стратегия. Академия наук хорошо там принимала участие. Такой был документ сбалансированный. Много правды в нем было. Он был очень правдивый. Вторая Академия наук, специалисты, профессионалы и так далее. Значит, вот все с разных сторон. Второй документ – это программа новой генерации. Следствие новой генерации. Третий документ – это программа энергосбережения. То есть вот на другом конце можно что-то сделать, чтобы как бы, да, не сильно росла мощность. Оказывается, что можно. И, в принципе, и настал момент, когда такое нужно делать срочно но не по всей стране, потому что слишком большая энергосистема, да, и сейчас попытки выстроить это по всей стране, они не показывают степень катастрофичности или более-менее спокойной ситуации там в ряде других городов. Пример, Москва, вы спросите меня, вы же участвовали в программе в разработке энергетической стратегии Москвы. Да, мы участвовали на 6% задач, которые есть, мы показали опасности и риски, которые есть, да, и, собственно говоря, мы увидели, что одним из главных рисков является риск неверных решений, неверных стратегических решений. Это как раз то, с чего мы с вами начали. Да, есть ли стратегия, а есть ли программа, а где она, почему нет центра компетенции, почему нет стратегического центра, который это бы замышлял? Да его поэтому и нет. Потому что бизнес делает все, чтобы его не было. Мне кажется, что если не сменить целеполагание, ведь сейчас государственная эта компания, не государственная, главная цель деятельности акционерного общества – получение прибыли. То есть не проведение государственной политики, не решение каких-то социальных задач, главное – получить прибыль. С другой стороны, есть такая точка зрения, что там план или рынок, условно говоря, да, это только инструменты достижения более высоких целей. Каких? Тех же надежность, эффективность, конкурентоспособность энергетики страны, в конце концов, так далее, на рынке то же самое. Да, зачем нам на 180 мы добываем миллион тонн угля? Примерно, да, половина за рубеж, половина здесь. Так мы эти 90 здесь можем легко... У нас сейчас добыча 400 приблизительно пополам, 200 да. Я 90 имею в виду, 90 в энергетику идет угля миллионов, 90, значит, кокс и этот самый металлургия и прочие нужды, да, в том числе жителям там еще идет. То есть тоже в любом случае так все здесь съестся.
потому что все, вы сказали 260, 260 – это централизованная система. А мы с вами знаем децентрализованную систему. Привет, ассоциации, значит, малой энергетики. Вот. Это 27 гигаватт. Даже не знает никто. 23, 27, 26. То, что они пересчитывали в апреле этого года, они насчитали все вместе, а им считать удобно, они их сами строили, то есть им не надо Росстат, просто вот кто где что строил, давайте соберем. Они насчитали 31 гигаватт. Ну, под 30. А мы сами знаем, что еще есть сотни тысяч вообще микроустановок, да, и тепловые насосы, солнечники и так далее. Это сотни тысяч. И я их оцениваю, кстати, тоже, вообще-то говоря, на мой взгляд, это десяточка гигаватт. Ну, под десяточку. Ну, есть еще тот запас, который вообще никто не знает, что у нас творится на удаленных месторождениях, не знает никто. Что там вот работает, как числе, там да, работает. В том числе. Вот, наверное, условно говоря, там 30 плюс 10 это то, что мы вообще никак не учитываем. То есть 40. 260 плюс 40, ну, как у Буратино, 40 плюс 40 будет руб 40. Так и тут здесь всего. Ну, хорошо, нам оппонируют, что 260, а реально потребляется на 120. Где же дефициты? Где же дефициты? Так вон они дефициты, пожалуйста, летом поезжайте под Туапсе, поживите летом там, посмотрим, сколько вам дней, часов в сутки будут давать электроэнергию, да, соответственно. Значит, попробуйте построить новый отель в Крыму с хорошей энергетическое, значит, оснащением попробовали, или в Краснодарском крае построить. Ничего же невозможно сделать. Все абсолютно ограничено существующими мощностями. И развязки никакой за это время принципиально не произошло. Ну да, год прошел с прошлогодних веерных отключений на юге, а единственное, что мы от Минэнерго видели, они действительно планово-предупредительные ремонты, если их раньше концентрировали на лето, то сейчас они размазаны на период с апреля по октябрь, и запас будет. То есть не будет такого, как в прошлом году, когда все были на ремонте. Ну, все, что исходит из этих кабинетов, это вот сейчас эта новая шняга под названием «Новая модель», значит, строительства новой генерации. Да? Ну, это как бы те же уши, только вид сбоку. Вот, то есть, насколько мы цену поднимем, настолько или настолько. Ну, вы еще поговорите об альтернативной электростанции, что бы не поговорить. Там, об альтернативной АЭС можно поговорить, там тоже, да, термин. Значит, можно предложить нашим новым замминистра поупражняться, да, в новой модели. Причем здесь новая модель, когда надо понимать, вот Дальний Восток, и там либо ветряков тащить сотни тысяч, да, либо, значит, солнце напихивать с этими балансами, либо что, либо уголь, который там под ногами Ильга раскопала там такие месторождения вокруг всего. Ну, и в Амурской области, и все остальное. Сколько у нас было планов там строить электростанции. Балансы могут быть на чем угодно, но здесь вот почему хорошо опыт московского энергоузла показал, что вот именно генерация как таковая, да, энергосбережение и стратегия, которая как бы вот это все объединяет в этом смысле. Да, пожалуй, что тогда это срабатывает. Спасибо, что нашли время, несмотря на летние каникулы. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.